В этом видео покажу сборку и покраску Ил-62, а также расскажу о истории этого самолета. Всем привет! Попала мне в руки замечательная модель Илюшина от звезды. Сливки не из новых, но сборка не составила труда. Из данного набора можно сделать один из трех вариантов положения самолета. Стояночный, взлетно-посадочный с выпущенной механизацией и полетный. Многие задаются вопросом, как сделать прозрачные окошки в модели самолета без заклеивания каждого иллюминатора маской. Один из таких способов – заранее загрунтовать и покрасить базовый цвет в область читлайна. Из личного опыта скажу, что лучше выкрасить как можно большую площадь поверхности. Этот метод отлично подходит, когда линия иллюминаторов не пересекает несколько разных цветов. Например, при работе со старыми ливреями Аэрофлота или S7, где еще изображены человечки на борту. Как и во многих наборах звезды, работа с моделью начинается со сборки кабины пилотов, которая, конечно, выполнена с хорошей детализацией, но и которую почти нельзя будет разглядеть через маленькие окошки остекления. Поэтому в этом случае есть смысл сделать его декальным. Однако я приверженец прозрачных окошек, так что вклеиваю кабину пилотов заранее окрашенные половинки фюзеляжа, потом идет остекление и окрасочные маски на ту самую кабину. И можно приступать к грунтовке модели. На этой модели опробовал новый для себя разбавитель краски под номером 647. Результатом чрезмерно доволен, получил хорошую глянцевую поверхность, которая была приглушена полуматовым лаком в конце стройки. Более того, 647 отлично разбавляет металлики от Ганзы, с которыми не справляется 646, который просто смывает их из аэрографа. Так что если вы ищете универсальный и доступный аналог фирменного разбавителя для красок Mr. Color или Tamiya, именно на них я успел протестировать, то советую попробовать 647. После нанесения базового слоя окраски аккуратно снимаю длинную маску с иллюминаторов, которая была нанесена, чтобы не закрасить окошки. Конечно, пластик был предварительно обезжирен и загрунтован, но всегда есть шанс снять вместе с маской слой краски. Поэтому, чтобы в будущем избежать этого, покрываем модель глянцевым лаком. Пара слов об истории. Первым межконтинентальным пассажирским самолетом в СССР стал турбовинтовой Ту-114. Однако на рубеже конца 50-х и начала 60-х годов в мире стала стремительно развиваться реактивная пассажирская авиация. В стремлении исследовать новейшим техническим достижениям в СССР начал прорабатываться вопрос о создании межконтинентального пассажирского лайнера с турбореактивными двигателями. Загруженный сразу несколькими проектами пассажирских самолетов, Туполев отказался от подобного проекта, и тогда за воплощение взялся другой советский конструктор – Сергей Владимирович Илюшин. Советскому Союзу нужен был самолет с 4 двигателями, который мог работать на аэродромах с плохим качеством покрытия и перевозить приличное количество пассажиров на большие расстояния. Отличным вариантом компоновки стал лайнер с низко расположенным крылом и 2 парами двигателей в хвосте. Первый полет совершил 2 января 1963 года. Уже к концу 1967 года, года поступления в эксплуатацию, часть Ил-62 начала использоваться в Ленинградском аэропорту шоссейная, и вместе с появившимся тогда же Ту-134 вытеснил большую часть турбовинтовых самолетов. Производился он серийно с 1966 по 1995 годы. Всего было выпущено 289 самолетов вместе с прототипами. Треть всех выпущенных машин поставлялась на экспорт в социалистические страны, в первую очередь на Кубу. Одной из особенностей самолета является его крейсерская скорость, которая несколько меньше, чем у остальных пассажирских лайнеров, и составляет от 77 до 79 сотых маха, против типичных 83. В 21 веке при полетах на восток Ил-62 летает по самой незагруженной северной трассе, чтобы не мешать более скоростным машинам. Также, что очень интересно, на незначительное расстояние с наземным сопровождающим допускается движение самолета задним ходом с использованием реверса двигателей.
Если говорить про достижения Ил-62, то следует упомянуть, что в 1975 году он совершил первый в мире трансполярный рейс реактивного самолета. На протяжении нескольких десятилетий Ил-62 выполнял функцию самолета номер один, перевозившего первых лиц государства, от Брежнева до Ельцина. Он перестал быть самолетом президента лишь в 1995 году, когда ему на смену пришел Ил-96. К началу 90-х годов четырехдвигательный узкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер морально устарел. Расход керосина на перевозку одного пассажира оказывался слишком большим, и эксплуатация Ил-62 стала малорентабельной. Массовое списание и вывод из эксплуатации Ил-62 начались во второй половине 90-х годов. В 2005 году от Ил-62 отказался Аэрофлот, когда-то его крупнейший оператор. Основными различиями модификации Ил-62 является вместимость, различный вариант устанавливавшихся двигателей и, как следствие, дальность полета. На первом опытном прототипе Ил-62 были двигатели АЛ-7 с тягой по 7500 КГС. С 1969 года в ОКБ имени Илюшина приступили к разработке модифицированного варианта Ил-62М. На него устанавливались более мощные и экономичные двухконтурные турбореактивные двигатели D30КУ со створчатым реверсом. В различных модификациях этот двигатель также устанавливался на пассажирские самолеты Ту-154М и транспортные Ил-76. Еще из приятного в этом наборе есть то, что входной кожух и внутренняя часть мотогодового двигателя выполнены одной целой деталью, а это значит, что нам не надо будет обрабатывать стык, который, например, образуется во время сборки двигателей семейства 320-х Airbus. Также даны прекрасные пазы для вклеивания к фюзеляжу нашей турбореактивной установки. Здесь шанс того, что двигатели встанут криво или повредится лакокрасочная поверхность от использования клея, полностью минимизирован. Следующий этап сборки – нанесение слоя лака и приклеивание декалей. Как всегда, мною были приобретены декали от Ascendio. Если говорить в двух словах о преимуществах этого производителя, то хочу выделить возможность выбора между декальными и прозрачными остеклениями иллюминаторов и кабины пилотов, а также удобная инструкция, которая прилагается во всех новых наборах. Более подробно о работе с продукцией этого производителя я рассказывал в своем видео о сборке аэрофлотовского суперджета, ссылку на которое вы можете видеть на экране и в описании под видео. Что мне очень понравилось в наборе, так это огромный лист декалей с потрясающими техническими надписями. Жалко, конечно, что в новых наборах гражданской авиации их число сократилось. Например, в этом ките целая страница инструкции отведена для их правильного позиционирования, чего я не видел ни в 737-х, ни в 350-х наборах. Сначала хотел повозиться с тонировкой на широких крыльях Ила, но потом понял, что это все будет почти незаметно под разноцветными технадписями. Поэтому ограничился обильной тонировкой черной смывкой. Насколько она меняет внешний вид поверхности, решил показать на двигателях. Со смывкой в разы проще работать, нежели выделять каждую консоль отдельным цветом. Это обусловлено тем, что если вас не устроит полученный результат, то не нужно перекрашивать всю поверхность, нанося дополнительные слои краски. Достаточно окунуть салфетку или ватный диск в White Spirit и смыть излишки. Так как мне очень понравилось преображение двигателей, я продолжил обильно наносить смывку на места различных углублений. Хотя я использую для покраски модели в большинстве своем глянцевые краски, предварительно перед тонировкой я все равно наношу защитный слой глянцевого лака. Так я могу быть уверенным в том, что ни декали, ни покрашенная поверхность не поплывут от модельной химии. Главное правило при убирании излишков смывки – не протереть дыру в самолете. Хоть смывка и краска имеют разные основы, White Spirit остается агрессивной химией, с которой необходимо работать аккуратно. После окраски шасси нам остается финальная сборка самолета, и модель можно считать законченной. Набор от звезды принес только позитивные эмоции, так что если вы собираетесь приобрести данный набор, вы точно останетесь довольны. Если у вас возникли какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сборки. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.